Всем привет! В прошлом видео про то, как делать скрытую дверь, один из подписчиков задал очень классный вопрос. А как же сделать скрытую дверь так, чтобы при разделении покраски на стене по уровню двери было разделено еще и покраска полотна двери в архикад? И давайте я покажу, как это сделать. Для начала нам нужно будет сделать скрытую дверь. Если вы не знаете, как ее сделать, посмотрите видео про скрытую дверь, ссылка будет в описании и здесь наверху в подсказках. Делайте скрытую дверь и переходим обратно на план этажа. Нам нужно разделить стену, чтобы у нас можно было ее перекрасить в два разных цвета. Я сделаю это прямо по центру двери. Для удобства вы делаете так, как у вас это будет в вашем проекте. Но в случае разделения стены на уровне двери у нас архикад дублирует дверь. То есть если я нажму ее переместить, видите, у меня перемещается сразу и появляется какая-то новая дверь. Чтобы от этого избавиться и вообще использовать это в свою пользу, мы выбираем неважно какую из дверей, нажимаем настройки двери и здесь можно щелкнуть пустой проем и нажимаем ОК. Теперь поправим это все сначала в 2D, дотянем до коробки, пустой проем. Если у вас пропало вот так вот, ничего страшного, просто поднимите стену, на которой у вас находится дверь, на слой выше, и тогда все будет показываться. Теперь смотрим. В 3D стена разделена на две части, но здесь, так как у нас пустой проем был создан по старым параметрам, нам нужно его поправить. Давайте я выберу этот пустой проем, вот я попал в него, и дотяну до короба двери. Выбираю здесь, вот эта настройка, и дотягиваю вот так. Внизу тоже вижу, он не от нуля, здесь я ставлю 0. Все, теперь все получается правильно. Теперь давайте я покрашу две половинки стены, выбираю окраска и покрашу одну в бордовый цвет, а другую в голубой. Вот так будет разделяться покраска. Сзади я оставлю белый цвет. И дверь сзади тоже будет белого цвета. Теперь, как сделать полотно, которое делится на две части. Для этого я перехожу в 2D вид. Полотно у меня каким размером? 800 у меня полотно. Немножко не в ту точку нажал. Для этого я создам перекрытие, чтобы создать специальное полотно двери. Я выбираю инструмент перекрытия, кину его на слой архикад. Здесь выбираю обычные конструкция немногослойная. Давайте сделаем его для удобства и наглядного отображения чуть потоньше. Замены ему сейчас никакие не нужны. Строительный материал в принципе не имеет значения. И давайте я начерчу это перекрытие. Я не забыл померить, какая у меня высота двери, поэтому я просто сейчас начертил перекрытие и посмотрю, какая у меня высота двери. У меня полотно будет 2000 и 2000 на 800. Значит, у меня должно быть перекрытие создано как 2000 на 800. Это я, можно сказать, черчу полотно двери будущее. То давайте я возьму пипеткой и просто вот так от руки будет удобнее сделать. 800 на 2000. Начертил. Отлично. Вот у меня есть его середина. И мне нужно разделить это перекрытие пополам. Для этого я выберу инструмент разделить. Щелкаю вот так на середине. Провожу. И без разницы, в какую из сторон щелкаю. Теперь для удобства давайте я помещу его вот сюда. Оно у нас находится на нуле. Отлично. И перехожу в 3D. Вот у меня это перекрытие. Теперь нужно нанести на него краску так, как мы хотим нанести ее на полотно двери. Но здесь есть одна особенность. Придется нанести ее с инверсией. Здесь у меня будет как раз таки голубое, а здесь у меня будет бордовое. Выбираю покраска. Краска бордовая
меня с этой стороны, голубая у меня с этой стороны, а сзади у меня белая краска. Теперь я возвращаюсь обратно в 2D, выбираю эти два перекрытия, нажимаю «Файл», здесь библиотеки и объекты, сохранить выбранное как полотно двери. Выбираю и назову его разделенное полотно. Нажимаю «Сохранить». Высветилось окно, нажимаю ОК. Теперь я перехожу сразу для наглядности в 3D. Выбираю дверь, настройки двери. И здесь в стиле полотна удобнее будет выбрать вот так. Сразу переместиться вниз и нажать здесь специальное полотно двери. Здесь у нас сразу единственный вариант — разделенное полотно. Если у вас несколько вариантов, то там нужно будет выбрать, какой у вас есть. И нажимаю ОК. Да, все-таки не нужно было инвертировать. Почему-то я думал, что нужно было инвертировать. Давайте это быстренько поправим. Как это сделать? Да, давайте просто поменяем их местами друг с другом. И никаких проблем. Все, возвращаюсь обратно на план этажа. Выбираю, что есть. Файл, библиотеки, объекты, сохранить выбранное как полотно двери. И прям сохраню его на то, которое я сохранял. Нажимаю «Сохранить», «Да», «Заменить», «Ок», возвращаюсь в 3D. И вот теперь все сразу автоматически поменялось и покрасилось так, как должно. Причем сзади оно белое без разделения, а спереди оно вот такого двойного цвета. Если у вас разделительная линия не по центру, тогда просто смещайте ее при разделении стены. И также, когда создаете специальное полотно, учитывайте пропорции будущего полотна двери. Вот так легко и быстро можно сделать такую, казалось бы, сложную вещь. К сожалению, если вы будете смещать линию покраски, вам придется создавать новое полотно. Но это уже что-то. Можно сделать в 3D. Классно, быстро и смотрится просто супер. Теперь вы знаете, как это сделать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!